Ну что, всем привет, ребята. Португалия – это вам не Африка. Они огромные молодцы и сделали все возможное для того, чтобы выиграть серебряные медали третьего клубного чемпионата мира по фидерной ловле. Всем привет, вы на Флагман ТВ, и с вами Евгений Чертенков. Итак, ребята, наша съемочная группа приехала в солнечную Португалию, где проходит третий клубный чемпионат мира по ловле фидером с берега. Значит, находимся мы между двух городов Мора и Кабесау, это буквально 150 километров от столицы Португалии, Лиссабон. Находимся мы на канале, который создан рекой Эвора. Значит, если говорить по рыбе, которая присутствует на этом канале, это в основном карпы и уклейка. На данном турнире нашу команду представляет команда Флагман Фидер Мастерс из Украины, которая заняла первое место по рейтингу в нашей стране. Для тех, кто не знает, расскажу, что клубный чемпионат – это такого рода Лига чемпионов футбольная, где съезжаются лучшие клубы мира побороться за первое место. Итак, солнечная Португалия, Кабесау Мору, третий клубный чемпионат мира по фидерной ловле. Погнали! Всем привет! И перед просмотром фильма небольшое напоминание. В конце сюжета самых истинных болельщиков фидерного спорта ждет небольшой сюрприз, а именно конкурс с очень крутыми призами. Поэтому обязательно досмотрите сюжет до конца и дождитесь условия конкурса. Приятного всем просмотра! Copa nascida, quinta-feira da atenção, vamos unir nossas vidas. I can't get it, got me so close, and I don't wanna take you traveling the world, but I can love you, yeah, I'm gonna love you. I'll give you all of what I've got. The fancy finds, baby, I have not. Just gonna love you. Yeah.
A vossa atenção para o hino nacional da Ucrânia. Your attention please to the national anthem from Ukraine. Golden trinkets, mobile phone, expensive shoes, you can get your own. Just gonna love you. Yeah, I'm gonna love you. Здравствуйте, друзья! С вами Сергей Рибко, тренер команды «Флагман Фидер Мастерс». И мы с вами находимся на третьем клубном чемпионате мира по ловле рыбы фидером в Кабесау, Португалия. Вот. Наша команда приехала на этот турнир немножко заранее. Вот, мы решили провести еще несколько дополнительных тренировок для того, чтобы более детально разобраться с водоемом. Вот. И еще 3 дня нам удалось потренироваться до основных тренировок. Мы половили прекрасную рыбу, но, к сожалению, это было немножко в другом конце реки, где был немножко другой состав рыбы. Были огромные карпы такие, там 4 и более килограмм. Это те, которые нам удавалось вывести. Были такие, которые нам не удавалось вывести, и не было верховодки. Вот, так и прошли наши тренировки. Мы половили крупного карпа, разобрались со снастками, крючками, то, на что он хорошо реагирует, на что плохо. Сама зона соревнований представляет собой канал, вырытый по небольшой речке. То есть небольшое русло в разных секторах, ширина канала от 40 до 72 метров. И противоположный берег очень сильно заросший кустами, камышами, деревьями, коряги. Вот. И в этом водоеме основная преобладающая рыба, по нашей информации, это был небольшой карп от кила там, до 2, редкий усач от 300 грамм до 2 килограмм, но эта рыба достаточно редко попадалась здесь, и верховодка. Вот. По предыдущему чемпионату мира, который проходил здесь в 2017 году, мы знали, что итальянцы выиграли здесь, ловя верховодку. Вот. И за 5 дней тренировок мы увидели такую тенденцию, что карпа с каждым днем становилось все меньше. И к пятнице во многих зонах его вообще просто не было. Вот, поэтому мы решили поступить следующим образом. У нас было 2 рыбные зоны, это зона А и Б. Ну, зона А вообще там очень много карпа было. Вот, поэтому мы определили, что наша тактика на соревнования будет следующая. То есть зона А мы 100% времени уделяем только ловле карпа из-под противоположного берега. Зона Б это ловля карпа, и возможно там было бы необходимо подловить уклейку. Зона С, Д, Е мы решили просто ловить верховодку. То есть это гарантированно давало неплохой результат в этой зоне, стабильный. Долго у нас были дискуссии, пробовать или не пробовать ловить карпа в этих зонах, там какое-то время, там полчаса или час. Ну, в итоге мы решили, что это чистая удача, а удача это не про нас, поэтому мы решили этого не делать. И вот если верховодка ловится, ловить стабильно верховодку.
Ну, собственно говоря, я считаю, что мы достаточно хорошо разобрались за эти дни с карпом, с насадками, с подачей корма, работали с клееным опарышем, с зерновыми, с кормами, нашли оптимальный вариант. Поскольку с погодой были постоянные проблемы, это сказалось на крупной рыбе, и каждый день, всю неделю тренировок становилось хуже и хуже по крупному карпу. И, ну, собственно говоря, с уклейкой вроде бы тоже было все понятно, но на этом водоеме она крайне нестабильно ловится, очень странно перемещается. Это не украинская верховодка, когда ты забрасываешь кормушку, на нее становится толпа уклейки, и тебе нужно просто ее засекать и вытаскивать. Здесь ее нужно искать по всему сектору, на всех дистанциях, ловить ее на тонкие поводки, подбирать анимацию. Действительно, это самая сложная уклейка, которую я видел в своей жизни, и, как ни странно, намного сложнее, чем карп. Поклевок было очень мало, и тут нужно было какое-то чудо, удача, чтобы его поймать, потому что, в принципе, как поймать его понятно, но из-за очень маленького количества поклевок можно было просидеть 5 часов без рыбы, что, собственно говоря, и было у многих спортсменов. По первому дню соревнований у нас был неплохой жребий, не могу сказать, что идеальный, но на самом деле мы и не жеребились, потому что Украина по списку команд в алфавитном порядке занимала последнее место, поэтому нам досталось то, что досталось. Вот, и у нас в зону А попал Алексей Пугач, зона Б Евгений Буглак, зона С у нас был Алексей Страшный, зона Д Алек Таранов и зона Е Егор Морозов. И заходя в тур, я настроен был очень так, конечно, по-боевому, но очень непросто, осознавая того, что последние 2 дня там рыбы нету, и явно видно, как на чемпионате мира в 2017 году, что края намного завидно и более стабильно ловят карпа, и там другой рыбой выиграть зону невозможно. У нас стояла цель набрать минимальное количество баллов, потому что все-таки мы работаем всей же командой на единый результат. Этот чемпионат мира был крайне тяжелым. Вы скажете, легких чемпионатов мира не бывает, и я с этим соглашусь, но данный чемпионат мира был невероятно напряженным, поскольку буквально каждые 10 минут изменялась ситуация в зонах, и команды тасовались на пьедестале до последней минуты. Мне досталась зона D в первый день, уклеечная зона по нашему плану. Собственно говоря, уклейку я изначально и ловил весь день, на карпа мы ни разу так и не зашли. Это было правильное решение, потому что очень мало рыбы было в зоне, и как не смешно, ее поймали из 5 рыб, если не ошибаюсь, 4 рыбы поймали за 5-10 минут до финиша, люди, которые сидели с нулями. Первый тур я попадаю в зону Б, попадаю в первый сектор. Обрадовались все, наверное, я не очень, потому что у всех большие надежды на то, что его нужно выиграть. Рядом сидел спортсмен из Грузии, у него было все идеально, он бросал в нужные точки и очень неплохо в конце тура подловил рыбу крупную и почти меня догнал, там разница в 50 грамм.
Поймать карпа в зоне А можно в основном только из-под того берега. В основном надо было бросить максимально под самые кустики, то есть метр, а лучше 50 сантиметров от деревьев. Это было делать непросто, так как расстояние до берега следующего в зоне А доходило до 70-80 метров. А сильные порывы ветра, которые были в субботу, не знаю, там 12 метров в секунду, выдували большую дугу, и из-за этого приходилось ставить большие кормушки, и иногда долетало в кусты. Сказать, что мы разобрались с карпом, я считаю, это можно так сказать, так как мы нашли и поработали больше над той проблемой, которую у нас не удалось реализовать в 2017 году на чемпионате мира. Это такой был общий вывод, что мы проиграли именно из-за зерновых добавок и как ими пользоваться, в какое время. То есть на больших количестве тренировок мы это все провели и уверенно, зная, что необходимо ложить в кормушку, что в насадку, забрасывал и пробрасывал дистанции. На первом часе необходимо было пробросить максимально мелкий участок водоема. Это в самом-самом берегу. Из-за того, что у меня стоял в моем секторе в середине куст, у меня получалось в левой часть сектора бросать. Это уходило в самый берег на 8 метров ближе, а куст выходил порядка 8-9 метров в зависимости от ветра. То есть у меня было в основные две точки. Это самый берег и ближе. На первом часу мы ловили в берегу, потом выходили ближе уже под конец. В основном активность рыбы была в час дня и доходила до самого финиша. По итогу первого тура за первый час мне удалось поймать 3 карпа, и так в зависимости 2-3 поклевки за час у меня происходило. Был один досадный сход возле подсака, это в стриме многие, кто следил за стримами, который Женя Чертенков вел, то могли видеть. Да, был всего лишь один досадный сход, но за счет того, что крючки, прикормки и добавки все насадки были выверены, удалось уверенно занять первое место в данной зоне. Мне удалось занять второе место в первом туре. В принципе, это хороший результат. И я остался доволен.
Первый день наша команда набрала 26 баллов. Это очень хороший результат. Леша Пугач красиво взял зону, а с карпами с большим весом и тем самым сделал хороший задел по весу для команды. И мы по итогу первого дня занимали первое место с одинаковым количеством баллов с клубом Венгрии. Мы понимали, что нам, можно так сказать, повезло с жеребьевкой. Кроме того, что нам повезло, мы отлично воспользовались этим везением. Но второй день явно было, что будет намного сложнее. Будут хуже сектора, у нас не будет краев и будет хуже клевать рыба. Хотя первый час был очень активный и все люди поймали рыбу, но дальше было уже все сложнее. Но у нас рыба продолжала ловиться практически весь тур. Наступали на пятки нам грузины, поляки очень хорошо ловили. Но в результате 5-часовой рыбалки нам все-таки удалось вырвать первое место с Лешей Пугачем. Вот. А зона С, Д, Е, мы целый день там ловили верховодку. Верховодка ловилась не так хорошо, как на тренировках, то есть было гораздо хуже. Вот. И в любом случае, ловя эту верховодку, мы получили 9, 9 и 5 баллов. Мы прекрасно понимали, что первое промежуточное место, оно ничего нам не гарантирует. И плюс жеребьевка второго дня у нас была, я бы сказал, очень неудачная. То есть мы вытянули все сектора, которые были достаточно нерыбными, в которыми в первый день были самые практически плохие результаты по зонам. Поэтому, конечно, настроение на второй день было у меня лично такое не очень подпорчено, но, конечно, руки мы не опускали, мы старались. Целый день мы проловили верховодку в большинстве зон, кроме зоны А, где попал Алексей Страшный, он ловил карпа. Всем привет из Португалии. Если честно, до сих пор не верится, что получилось заработать такую красивую серебряную медальку. Обещали очень много рыбы, поскольку это весна. Обещали много карпа во всех зонах. Но оказалось немножко по-другому. Пришлось ловить то, что ловится, как обычно. То бишь уклейку размером 5-7 грамм, если сильно повезет. Первый тур я провел в зоне Е. Второй тур я прошел в зоне D. Разницы между ними как таковой особо и не было. Уклейка очень непредсказуемая, не такая, как у нас в Украине. Мы привыкли ее ловить. Забрасываешь, выматываешь, забрасываешь, выматываешь. Какие-то крохи, и в итоге этого хватает. Вот 700 грамм хватило на 5-е место в зоне, а 800 на 4-е место в зоне. Как бы глупо это не звучало. Но, тем не менее, вот такая рыбалка. Скажу честно, в конце тура радовался, и хотя координатор Денис, который сидел за мной, в последние полчаса говорил: Жень, ну что, давай попробуем ловить карпа. Я говорил: нет, пробовать мы его ловить не будем, потому что соседи справа-слева пробуют уже 5 часов. Интересная была ситуация у команды Англии, спортсмена слева. Он на первом забросе поймал небольшого усача, там грамм 200. Вот. Потом целый тур просидел на этой дистанции, и за последние 20 минут у него была поклевка, и рыба не маленькая, завела в кусты, и английские ругательные слова звучали там на весь водоем. Он очень переживал, но он ее не достал, поэтому занял, по-моему, 12 или 11 место. Посовещавшись с главным тренером Сергеем Рибкой, мы поняли, что необходимо ловить только уклейку, не заходя, не проверяя никакого карпа. Приняли это решение и начали ловить. Удалось занять 5-е место в секторе. Это, считаю, что очень даже неплохой результат. Все-таки фипсовская медаль – это непростой, как сказать, уровень. И к ней каждый спортсмен, который в рыболовном спорте хотя бы год-два, это понимает, как тяжело это достичь этой медали и как долго к ней приходится идти.
По второму дню мне выпала зона Е, еще веселее, чем зона Д. Я сидел рядом с спортсменом из Венгрии, и за первые 2 часа мы с ним поймали на двоих 5 уклеек. Поискав ее по всем углам своего сектора, по всем дистанциям, мне удалось наковырять 200 с чем-то грамм, я уже не помню, это интересный, но крайне плачевный был тур. Но несмотря на этот результат, ребята в остальных зонах отловились ровно. Это было очень сложно. Мы отлично отработали, слаженно, прекрасно оттренировались. И это принесло такой высокий, крутой результат. Уже как опытного координатора по зоне А меня поставили с Лешей Страшным. Жребий выпал буквально 2 сектора правее. Берег противоположный абсолютно другой. Ну, как бы эйфория от первого дня еще не прошла. Надеялись, что все точно так же будет. Но оно... что-то пошло не так. Я не могу сказать, что нам не повезло, но и также не утверждаю, что нам повезло. Буквально за последние минуты в моей зоне во второй день ряд спортсменов поймали рыбу, и это сместило меня, но в то же время сместило наших конкурентов, и в конце концов мы получили тот результат, который имеем. Команда «Флагман Фидермастерс» из Украины заняла 2 место. Это место дано нам тяжелой работой. Несколько лет мы ездили на всякие международные соревнования, чемпионаты мира в том числе, где нам постоянно чего-то не хватало. Не хватало буквально немножко везения, немножко удачного жребия. И тут наконец-то все сложилось. Спустя годы мы вот наслаждаемся этой медалью, наслаждаемся вкусом победы, таким кратким, мимолетным. И буквально спустя неделю мы будем готовиться к чемпионату Украины, который уже состоится в Ивано-Франковской области. Поэтому перерыва у нас нет, и мы опять окунемся в спортивную борьбу и новую работу. Спасибо всем, кто болел, кто поддерживал нашу команду. Нам было непросто, но эта поддержка нас подбадривала, и благодаря, собственно, ей в том числе, мы оказались на пьедестале. Болейте за Украину, поддерживайте команду. Всем большой привет! Все, что могу сказать о этом водоеме, это самый нестабильный и страшный водоем, который я видел в своей жизни. Я, к сожалению, 2-й раз на нем уже. Мы классно сработали, выложились на полную, ни минуты отдыха. Все работали, все делали свое дело. Тренерский штаб занимался своей работой, спортсмены своей. Мы молодцы. Хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что верили в нас, комментировали публикации, поддерживали нас все это время. Съемочной группе за то, что освещали все эти события для вас. И огромная благодарность компании «Флагман» за то, что поддерживает нашу команду, делает неоценимый вклад в развитие фидерного спорта в Украине. Поэтому всем спасибо, кто за нас болел, держал кулаки. Спасибо родственникам, любимой Юлечке, привет, Доте. Всем спасибо. Спасибо Флагману за такую работу, за развитие спорта, потому что без них тяжеловато сейчас было бы. Поэтому всем спасибо, удачи, увидимся на соревнованиях. Успех – это совокупность факторов, многих песчинок, которые нужно сложить в нужную картину. Здесь, на 3-м клубном чемпионате мира в Португалии, нам это удалось. В первую очередь я хотел бы поблагодарить компанию «Флагман», которая дала возможность наработать спортсменам-международникам огромный опыт, который помог нам победить, и нам удалось показать достойный результат. Карпа, конечно же, хотелось поймать, но задачи, повторюсь, были другие. Как-то так. Спасибо всем, кто за нас болел. Спасибо Украине, спасибо компании «Флагман», что поддерживает нашу команду и вообще украинский спорт.
набрав 33 балла за второй день. Нам удалось удержаться на втором месте. Мы стали серебряными призерами чемпионата мира. Это очень был тяжелый результат для нас. То есть мы приложили максимум усилий. Даже не было сил радоваться этому. Все настолько устали, что даже на награждение ехали все молча. Это было действительно очень тяжело. Очень тяжелый водоем, очень тяжелая рыбалка, где счет идет на граммы. Вот, то есть надо было это все контролировать, спортсменам надо было выложиться на полную. Они молодцы, они выложились. Поэтому у нас вот получилось. Я даже сейчас вот не совсем радостный, потому что очень все устали. Доброго дня, шановна Україна! Вітаємо вас із сонячної Португалії. Сьогодні перший день після напружених змагань 3-го клубного чемпіонату світу у ловлі риби фідером. Наша команда Флагман Фідер Мастерс, представниця України, здобула тут срібну нагороду. Це дуже високе досягнення для нашої команди. І не тільки для команди, для фідерного напрямку України. Як керівник фідерного напрямку двічі задоволений, що я був членом цієї команди, що нам вдалося досягти такого високого результату. Велика подяка і шана компанії «Флагман» за те, що вона вкладає свої зусилля в розвиток фідерного спорту в Україні і дозволяє нашій команді «Флагман Фідер Мастерс» показувати такі високі результати. Нам потрібно доказати, що ми можемо здобути золоту медаль, а для того, щоб це довести, треба на національних змаганнях здобути загальнокомандне перше місце. Тому ми готуємося, тренуємося і чекайте до зустрічі з нами на водоймах. Всім па-па! We are the champion, my friend. Вот такой вот серебряный кубок команда Флагман Фидер Мастерс привезла из Португалии. И в честь этого на канале Флагман ТВ мы учредили супер конкурс с отличными призами. Поэтому перейдем к призам и условиям конкурса. Ну что, познакомимся с крутыми призами. Итак, всего их 3 приза. Значит, за 3-е место мы вручим победителю фидерное удилище Кассмастер 360 с кастингом до 120 грамм. Отличная рабочая лошадка на каждый день. За 2-е место победителя ждет приз в виде фидерного удилища Sherman Pro 12 футов до 100 грамм. Честно говоря, это мое любимое удилище. Ну и жемчужина нашего конкурса, топ-удилище для 1-го места Грекхэм 12 футов до 140 грамм. Натуральный экстра-хэви для тяжелых речных условий. Ну и теперь очень внимательно слушаем условия конкурса. Они, как всегда, максимально просты. Во-первых, нужно быть подписчиком 2 каналов Флагман ТВ и Флагман Шоп. Во-вторых, обязательно поставить лайк данному видео. И в-третьих, под данным сюжетом оставить комментарий поздравления для команды Флагман Фидер Мастерс из Украины, которая выиграла серебряные медали на клубном чемпионате мира по фидерной ловле в Португалии. И обязательно проследите, чтобы ваши аккаунты были открыты, потому что мы будем проверять, выполнили вы условия конкурса или нет. Ну а ровно 10 июня в 15:00 уже в прямом эфире на Флагман ТВ мы рандомно разыграем данных 3 приза. Итак, ребята, всем удачи, спасибо, что смотрели. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, оставляем комментарии и выигрываем крутые удилища от Флагман. Всем пока!